Сплав мечты. 3500 километров по Волге на сапборде. Эта идея завладела мной с первого взгляда. У меня было 2 баула с вещами, 50 часов до места старта, $200 на карте, которая не будет работать в России, щепотка безумия и целое море энтузиазма. И вот, спустя 2 года ожиданий, полгода подготовки и 2 бессонные ночи, я на месте. Ну что, ребята, мы наконец-то это сделали. Волга, вот она шумит. Вещи уже на сапе. Я не взял, короче, как оказалось, сухой гидрокостюм. Я молодец. Я что-то еще забыл. Но у меня есть пончо из мембраны, так что, в принципе, не холодно. Пока ты гребешь, ты сам контролируешь температуру своего тела. Вот. Еще прохладно, еще вон снег лежит. Как прекрасно, да? Вот. Но я уверен, что не замерзну. Так сильно я давно не ошибался. Ноги замерзли, пи***ц. Этот снег, конечно, в мае очень радует. Можно меньше зимы. Град со снегом заказывай. Выгляжу, конечно, я максимально кринжово, но там такой дубак и ветер, что какая нахрен разница. Ноги все мокрые, окоченели, пиздец. Ну как же так угораздило-то, твою ж мать, а? Ну, давайте по порядку. Привет, друзья, меня зовут Стас Луканов, я путешественник из Беларуси. Этим летом я прошел на надувной доске с веслом 3500 километров по Волге. 100 дней пути, 11 крупных городов и 50 малых. Эмоции, холод, дубак, жара, гитара, любовь, вода и сапы. Этот трип стал маленькой жизнью, маленькой вселенной, светом которой я хочу поделиться с вами. 28 апреля в час дня я прибыл в Минск. Автобус на Москву был поздно ночью, и день должен был стать тягостным ожиданием предстоящего сплава. Но стал вдохновляющим преддверием. Спасибо за это Ане Дрындовой. В Москве оказался на следующий день, 29 числа в 8 утра. Повстречался со Светланой, путешественницей, с которой познакомился в Инсте. До этого мы ни разу не общались. Она меня приютила, накормила. Я у нее почистил перепонки, то есть сходил в душ. Вместе со Светой мы купили симку МТС, решили проблему с деньгами, так как выяснилось, что мои дебетовые карты не работали на территории России из-за санкций. Вечером встретился со своим подписчиком Женей Исаевым, который проводил меня к «Ласточке» до Твери. Мне некуда было податься, время было позднее, поэтому я решил заночевать на вокзале. Там было несколько кожаных диванов, меньше людей, музычка расслабляющая, но нельзя было на этих диванах спать. Покемарил до 6 часов утра, мне приснился какой-то кошмар, и это максимум, что я смог выжить в плане сна. Утром из Завидова приехал Кирилл Соколов, который предложил свою помощь еще на стадии планирования. Он приехал на своей машине, забрал меня и отвез к точке старта. Это было озеро Стерж, деревня Катковкино. Эту точку мне посоветовал Богомолов Дмитрий, за что ему отдельное спасибо. Вот так, спустя 2 года практически ожиданий, планирования, я оказался на Волге. Моя мечта начала сбываться. После старта не прошло, наверное, и 2 километров, как я почувствовал во время гребли, что доску начинает вилять, заносить из стороны в сторону с каждым грибком. Это объяснялось только одним. Я умудрился потерять киль. Система крепления киля была быстросъемной. Как выяснилось, это не лучшая система. Это была первая потеря. Не самое страшное, потому что у меня был запасной киль антипороговый бренда Тихой Сапой. Я его подцепил, и до самой Казани с ним ничего не случилось. Я чехвостил его в хвост и в гриву, короче, эксплуатировал по полной программе. Он страдал сильнее, чем доска и я. И все выдержал. Но не будем забегать вперед. Тут широкий простор, ветер в мою сторону, и поэтому образовались нехилые волны. И я просто по ним, не гребя, довольно шустро иду. Это здорово. Я знаю, что впереди еще будет много моментов, когда ветер будет против, так что просто наслаждаюсь. Ребятки заряжают.
Первая ночевка. Был дикий дубак, была нулевая температура. Утром, когда я проснулся и откинул тент, я увидел, что все было в инии. Трава, мои вещи, сап, тент, палатки и мои гидроботы, которые нужно было одевать. И от этой мысли меня, конечно, передернуло. Спонсорский спальник зимний от бренда Traverse отлично грел, но мой 5-миллиметровый коврик – мой промах. И он не давал спальнику раскрыться в полной мере, потому что коврик не изолировал от холодной земли. Бля, этот снег, конечно, в мае очень радует. Храм красивый, особенно на фоне этих эпичных облачков. Хочу отметить классный дождевик от команды Subshop. Во-первых, в ней просто тепло. У меня не было выхода, да, у меня, как оказалось, я забыл взять ряд определенных вещей, которые мне нужны были для этого сплава, теплых вещей. Вот, и вот этот дождевик, он меня спасает. Во-первых, от ветра, от дождя пока еще не проверял. Вот. Здесь есть крутой карман, в который может влезть все, что угодно, по ощущениям. Вот. Спасибо, ребят. Вот это, сука, серфинг. На Волге есть 8 дамб, это понятно, 8 шлюзов, о них я знал, как я их буду проходить. А вот о 9-м гидроузле, самом первом, я как-то не особо располагал информацией и был немножко удивлен. Но не страшно, обойти было довольно просто. Там была охрана, я сразу подошел к берегу, поговорил с охранником, предупредил, спросил. Он сказал без проблем, показал, как обноситься, где обноситься. И, собственно говоря, я за 2 захода обнес этот небольшой гидроузел. А вот здесь Волга превратилась в маленькую речушку. Забавно. Все большие озера кончились. Классно почувствовать спокойствие. Единственное, что не давало действительно насладиться всей красотой Верхней Волги, это сезон. Точнее, не сезон. Все было серое, листьев еще не было, был дубак. И, пожалуй, Верхняя Волга гораздо красивее, допустим, летом, либо поздней весной, чем ту, что увидел я, к сожалению. Вода в Волге вначале довольно чистая. Так получилось, что в городе Ржеве я познакомился с человечком по имени Александр. Вот, вместе с ним мы поехали к памятнику погибшему солдату. Он мне помог купить очки, купить баллон, купить переходник на цанговый баллон с резьбового. Вот, классный дядька, спасибо тебе большое, дядя Саша. Омрачило мое впечатление об этом городе единственный пункт. Там я умудрился уронить в воду GoPro. Я дебил. Я умудрился утопить камеру GoPro. Я пытался ее найти, достать под водой. Но там было большое течение, была большая глубина выше моего роста. И самое главное, дикий дубак. Ледяная вода кусала за руки, за лицо. И это чужая камера. Бля, ну как так, а? Ну почему? Постоянно себе твержу о том, что нужно быть аккуратнее. Ой, сука, просто боль. Я к ней привык очень, мне она очень понравилась. На нее было легко писать контент. И там уже были записаны фрагменты, материал, к которому я уже прикипел. Очень было обидно ее потерять. В самом начале трипа мой энтузиазм, на котором я шел первую неделю, просто улетучился, испарился, его не стало. Настроение было на нуле. И 2 дня я ходил убитый горем. Для меня это была потеря потерь. Не прошло, блядь, и 3 часов после того, как я утопил свою GoPro. Я оставил без присмотра солнечную панель. И ее нахрен сдуло с сапа. Как она не уплыла, я не знаю. И она свалилась на уровне киля. И в киле застряла. Пролежала там, наверное, час. Это только начало трипа. Я уже потерял GoPro, чуть не утопил солнечную панель.
Чувствую, с такой тенденцией потери вещей я к финишу доберусь на морских черепахах. Лихорадить душу, я обиды не прощаю, я разрушу план твой, обещаю, ты меня не знаешь, ты всего лишь отражение, средство есть лишь. Когда здесь все зацветет, здесь, конечно, будет гораздо красивее. Но и так, довольно впечатляющее место. Не считая гор мусора, конечно. Спасаю от ветра горелку. Пытаюсь приготовить себе обед. Батончик Элеовит. Классный на вкус, классный по БЖУ. И на вкус напоминает гематоген, только со вкусом апельсина. Там еще есть со вкусом ореха. И все бы ничего, но иногда попадаются такие дубовые. Вот такие. Вчера пока лазил и пытался найти GoPro, порезал на камнях немножко ногу. Сейчас будем оказывать первую медицинскую помощь. Что тут у нас? Давайте-ка посмотрим. Что-то цит. Та-дам! Пожалуй, это в первый раз, когда я применил на практике свою аптечку. Когда-либо вообще. Адский холод. Сижу, варю кофе в палатке. Сегодня уже 9-й день. Гребаный дубак. Когда уже будет тепло? Ветер настолько ледяной, что по ногам аж, кажется, чувствуется. Тепло приди. Вон там впереди группа каякеров идет против ветра. И им не сладко приходится. Опять дождь, снег, град. Надоело. Стою, курю мох. Интересный такой заброшенный храм. Потертый такой, готичный. Как раз для фильмов ужасов или что-то в этом роде. Еще и на кладбище. Двери просто сногсшибательные. То это такой был уровень воды здесь, на Волге. Еще буквально недавно. И поэтому весь мусор остался вот такой вот на деревьях. А потом воду спустили. Айджек, друзья! Сегодня 11-й день моего сплава по Волге на сапборде. Сегодня лайтовый день. Вчера был просто сумасшествие. Вчера приходилось за каждый метр воевать. Такие дела. И за вчерашний день до обеда я проплыл 3 километра. Выложился по полной, но всего лишь 3 километра. Такой был сильный ветер. А после обеда нагнал. Там чуть-чуть приуспокоилось. Вот. И в итоге 20 километров. Что хочу сказать, переживаю по поводу киля. Вот. Он хорошо себя показывает на порогах, но с каждым разом, когда я причаливаю к берегу, и обычно я выбираю такие берега, чтобы были каменистые, чтобы удобен был сход, вот, чтобы не лазить по грязи, киль постоянно под нагрузкой, и я чувствую, что он немножко начинает разбалтываться. Он держится, он крепкий, но тем не менее надежности я немножко переживаю за его надежность. Вот. Но он и не рассчитан на то, чтобы на него постоянно что-то давило. Он рассчитан он предназначен для того, чтобы хорошо проходить пороги. Двигаюсь неспешно, интернета нет 3-й день. Немножко отошел от потери GoPro. Плывем дальше. Настроение хорошее.
Затишье перед бурей. Прошел дождик такой нормальненький. Туман выскочил. Красота. А на 9 часов ожидается гроза, ветер со всеми вытекающими. Моя лачуга дает течь. Все, что я могу делать, это вытирать своим полотенцем эту течь, чтобы она не превратилась в лужу. Красота. Наконец-то, спустя 200 километров, находятся пляжи с песком, с обыкновенным песком, а не с грязью. Первый запланированный город из 11 был Тверь. В Твери я познакомился с сапером, с моей подписчицей Алиной. Алина, привет! Это было первое такое знакомство, которое было запланировано еще до сплава. Она меня встретила, напоила кофе, накормила вкусностями. Тогда я первый раз ощутил вот эти эмоции, обмен энергией, и это было здорово. Мне было очень приятно почувствовать это тепло, человеческое тепло. Это было здорово. В Твери у меня был запланирован поход в банк. Я должен был забрать пластиковую карту, которую оформил в Москве. Не без проблем, но все-таки мне карту отдали. Слава богам. В дальнейшем все донаты приходили именно на нее и на Бусти. Огромное спасибо всем донатерам, которые помогали в этом сплаве. Я на полном серьезе говорю, если бы не вы, этот сплав был бы гораздо хуже, гораздо сложнее. Вот, спасибо вам большое. Сегодня прямо день радуги какой-то. На горизонте замаячило Завидово, и я понял, что нахожусь очень близко по времени к такому масштабному саб-ивенту, как Завидово Саб Челлендж, и решил побывать на этом ивенте. Но для этого мне нужно было не спешить. Жизнь боль. Вот там нехилая туча ползет, прям страшенная, если честно, на мой субъективный взгляд, выглядит просто устрашающе. Этот поток, который соединяет землю и эту тучу. Медленно идти не удавалось, и я прибыл в Завидово на 5 дней раньше. Что я сделал? Захватил остров, поставил палатку и стал там жить. За время моего пребывания на острове ко мне приплывали саперы Женя из Конакова и Кирилл Соколов. Тот самый, который помогал с заброской к старту. Привет, парни. К слову, под Завидово я умудрился перевернуться. Был оверкиль. Это произошло. Я свалился с борда сегодня первый раз. Меня сбросило волной. Первый раз за сплав. Да и первый раз в сплавах, начиная с 2018 года. Все бы ничего, но, кажется, я погубил основную камеру Sony. Вот, она не функционирует. Телефон, слава богам, работает отлично. Сейчас попью чаечку и буду выдвигаться. В этот раз не так переживал. Возможно, я уже просто выплакал все слезы по камерам в этом сплаве и больше не хотел переживать. Начиная с 2018 года это самое падение было вторым. Это случается крайне редко, и поэтому я был на расслабоне. Волга таких беспечных не прощает. Точнее, прощает, но один раз. И мне хватило одного раза. После потери GoPro вместе со своими подписчиками мы насобирали на новую камеру.
на новую семерку. Многие из вас участвовали в этом сборе. Благодаря вам создание этого видео стало возможным. В это же время мне написала путешественница Светлана. Та самая, что встречала меня в мой первый визит в Москве. И изъявила желание сплавиться со мной пару дней. Это было здорово и очень своевременно. Я попросил Свету встретиться с продавцом камеры и забрать ее, чтобы привезти ко мне. Наконец-то я дождался завидного саб-челлендж и сейчас иду прямо туда. За моей спиной Света машет веслом, догоняет меня. Впереди буи завидовские. Вот. Уже скоро буду там. И все это снимается на новую GoPro. Завидово сап-челлендж — это, конечно, просто праздник для саперов. Музыка, погода была просто отпадная. Огромное количество сапов и такое же огромное количество владельцев этих сапов, саперов, сапрайдеров. Там было много моих знакомых, много было моих подписчиков даже. Это здорово. Люблю завидово сап-челлендж. Привет. Выглядит как конфета просто. Марш! Давай, удачи! Где, брат, справедливость, скажи? Где справедливость? Глянь, какая погода. Ты такое претерпел, блин? Да ладно, это все мелочи. После того, как я записал контент, мы с частью саперов, которые тоже приехали просто посмотреть, просто побывать на этом празднике жизни, мы отправились ко мне на остров. Вот таким образом ребята меня проводили. У нас тут образовался крутой склад. Идем к острову, собираем шмотки, обедаем, пьем чаечек с толпой и валим дальше по Волге. Чуваки гребут, стараются. И мы тут идем. Особенно Света на веревочке. В нашем складе был Валера, который был на необычном сапе. Он был на сапе, которым управлял 2 веслами. Это было странно, необычно и забавно. Вот, я попробовал походить на этом чуде, на чудо-агрегате. Это был незабываемый опыт. Счастливо, ребят, молодцы. Супер. Спасибо большое. Нужно просто больше грести и меньше сидеть. Ой, что? У Светы был прогулочный сап Штормлайн. Это была не самая лучшая доска для подобных экспедиций, трипов, особенно с плохой погодой. Вот, но мы надеялись, что погода будет хорошая. Ребята, большое вам спасибо за 4000 подписчиков. Вот, это, конечно же, всего лишь цифры, но для блогеров эти цифры очень много значат. В том числе для меня это статистика, которая позволяет видеть, что все не напрасно. Спасибо вам большое, ребята, что вы со мной. Я решил, что буду делать фильм про сабборд, документальный фильм, о котором было много сказано на стримах, после того, как расскажу всю историю о сплаве по Волге. Я долго думал, как это соединить в одном фильме, но информации очень много, и все в одном фильме не покажешь. Ратмир Новиков, у которого уровень подписки Рейнджер, тебе отдельное спасибо и стол в Волгале. Жесткий дубак, я не выспался нифига. Мощно, конечно, он выглядит. Попробуем
Проситься в гости. Разочарование. Я уж думал, здесь, короче, истинный белорус живет.